Так, друзья, ну об этом немножечко расскажу попозже. А сейчас хотел бы вас пригласить на обзор вот этого микродвигателя. Двигатель называется КМД 2.5, в простонародье Комод. Это весьма легендарный двигатель, использовавшийся моделистами повсеместно в советские времена. Ну и вот некоторые экземпляры остались до сих дней. Этот двигатель, он предназначен в основном для авиамоделизма. Здесь есть рубашка охлаждения, которая должна обдуваться воздушным потоком от винта. Мощность этого двигателя до 0,4 лошадиных силы, то есть весьма немаленькая мощность. Не помню, правда, при каких оборотах, то есть при разных оборотах здесь разная мощность, но, по-моему, около 14 тысяч оборотов в минуту он выдает такую мощность. Для этого должен стоять не особо большой винт, то есть все это подбирается. Рабочий объем этого двигателя 2,5 кубических сантиметра. Регулирование подачи топлива здесь осуществляется с помощью иглы. Здесь нет карбюратора в прямом смысле этого слова, здесь есть вот лишь такая регулировка иглой. Вот она игла. А внутри есть конус с отверстием. Когда мы закручиваем иглу, мы уменьшаем подачу топлива. Чем больше закручиваем, тем топлива меньше. Подача же воздуха здесь регулируется сменой задних сопел. Здесь внутри стоит золотник. Это двигатель двухтактного типа. Воспламенение топлива здесь осуществляется за счет его сжатия и повышения при этом температуры. То есть, по сути, это дизельный двигатель, но не совсем так как в дизельном двигателе есть форсунки, которые распыляют топливо, и за счет этого оно может воспламеняться. Здесь же топливо, так как это двухтактный двигатель, топливо не может распыляться, оно просто по каналам попадает в камеру сгорания. Чтобы оно распылялось и смесь была подготовлена для воспламенения, здесь используется весьма специфический его состав. То есть топливо здесь трехкомпонентное. Как и в любом двухтактнике, сюда подается масло вместе с топливом. И здесь применяется два компонента топлива. Это дистопливо, собственно, то есть керосин. Также я применял и солярку, на солярке тоже работает. И немножко меньше, чем основного топлива, добавляется эфира. Собственно, за счет эфира и происходит распыление, так как эфир очень летучий материал, и он, испаряясь сам, испаряет и то дистопливо, и все это дело весьма неплохо, как вы могли заметить, видя тот запуск, воспламеняется. Помимо системы подачи топлива, здесь можно регулировать этот двигатель с помощью компрессии. Вот этим винтом можно перемещать дополнительный поршень, ну, грубо говоря, это дно цилиндра, его можно перемещать вверх-вниз, и компрессия из-за этого повышается. То есть, когда мы запустили двигатель, ну, это нужно, чтобы как раз-таки эксплуатировать двигатель на разных оборотах, вот, ну, и чтобы как можно точнее его отрегулировать по мощности, чтобы он работал наиболее стабильно и выдавал максимальную мощность. Ну что ж, приступим к разборке, покажу вам, что здесь находится внутри. Для начала сниму заднюю крышку. Здесь находится золотниковая система, с помощью которой создается разрежение в картере, и двигатель имеет возможность засасывать топливо в камеру сгорания. Задняя стенка крепится на 4 винтиках. Сделал здесь импровизированную прокладку. Все должно быть уплотнено, иначе двигатель будет плохо засасывать. Здесь уже до меня сделали дополнительное отверстие в картер. Так как двигатель авиационный, то самолеты, как вы знаете, могут летать и вниз головой. Для этого в это отверстие вкручивается штуцер, и он соединяется с топливным баком, а бак запечатывается. И в итоге давление из двигателя попадает в бак и создает избыточное давление, чтобы топливо могло попадать внутрь. Снимаем заднюю стенку, и что же мы здесь видим?
мы здесь видим как раз таки тот самый золотник. Вот так вот он выглядит. Принцип его действия очень простой. Когда поршень идет вниз, пространство внутри картера сжимается, и золотник должен быть закрыт. Когда поршень почти полностью достигнет нижней мертвой точки, открываются каналы, до них мы еще доберемся. И за счет этого избыточного давления через эти каналы топливо-воздушная смесь проникает в цилиндр, попадает в камеру сгорания. Когда поршень идет вверх, золотник открывается, и вот через это отверстие топливо вместе с воздухом проходит внутрь картера. Двигатель этот очень простой, здесь нет никаких дополнительных прибамбасов, то есть тут обычный шатун стоит без латунной вставки. На более серьезных и крупных двигателях там уже есть такая дополнительная латунная вставка. Здесь просто шатун алюминиевый литой, коленвал простейший и шарикоподшипники. Переходим к снятию цилиндра. Цилиндр держится также на 4 винтиках и уплотняется через прокладку. Смотрим, что у нас здесь, ребята. Здесь у нас поршень, который сидит на шатуне. Он просто вот так вытаскивается. Поршень имеет поршневой палец, и там 2 маленьких колечка, которые стопорят этот поршневой палец. Ребята в комментах мне писали, когда я запускал самолет: сделай такой двигатель. Типа станки у тебя есть, туда-сюда. В принципе, двигатель такой сделать возможно. То есть это нужно делать специальные притиры, все это притирать, потому что тупо на станке его выточить нереально. Но здесь все настолько, ребята, плотно сделано, настолько все шлифованное. Но это даже полбеды. Сделать можно, но здесь очень хорошие материалы. Поршень чугунный. Как видите, очень тонкая стенка у него здесь. Он очень легкий. Гильза тоже, она какая-то там и... Я уже даже не помню, ну, целая куча термообработки, и плюс металл непростой. Вот здесь есть подкладочка. И гильза внутри сидит, гильза с окнами, как на любом двухтактном двигателе. Только вытащить ее не так-то просто. Оп! Есть. Вот они окна, через которые проходит топливо-воздушная смесь. В гильзе под эти окна сделаны отверстия, чтобы она могла проходить. Можно этот двигатель тюнинговать немножко. То есть здесь облагораживать уступы, сглаживать уступы между вот этим переходом и вот этими переходами, то есть в гильзе. Ну, в принципе, мне особо умощнять не нужно. Я авиамодельным спортом не занимаюсь, поэтому мне этот движочек и так пойдет. Я даже в топливо немножко больше масла добавил, чтобы двигатель чуть-чуть подольше поработал. Кстати, о ресурсе. Здесь очень маленький ресурс. Ну, хотя, как сказать. То есть тут получается 5 часов ресурс у него по паспорту, если новый двигатель. Сверху, как я и рассказывал, стоит поршенек, который может перемещаться. Он здесь очень плотно сидит, и переместить его можно только лишь вот этим винтиком. Коленвал здесь очень просто вынимается. Просто так. Раз и все. И внутри подшипники качений, шариковые подшипники. Все, больше здесь в этом двигателе нету ничего. Нужно теперь все хорошенечко вытереть и собрать обратно. Сейчас соберу, и мы еще разочек запустим, но уже с нормальным винтом. Вот у меня их сколько. Это все самодельные винты. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Ставьте лайки, я покажу, как делать такие винты. То есть тут технология очень простая на самом деле, но есть своя хитрость, чтобы это все было просто и винты имели необходимую крутку и были одинаковые с двух сторон. Есть у меня еще пару двигателей, легендарный МК-17
И двигатель Радуга калильного зажигания. Это тоже компрессионный. Запустить его вряд ли уже получится. Здесь очень маленькая, очень плохая компрессия. Этот должен быть по идее нормальный. Можно попробовать его будет запустить. Постараюсь раздобыть метанол, либо альтернативное топливо. Как только его раздобуду, так только и сделаю обзор с запуском. Ну все, двигатель собран. Сейчас мы его запустим. Пока несколько слов расскажу о раме. Я ее очень быстро тут собрал, даже не успел зачистить. Осталось тут сварки немножко. 2 пластины, здесь 2 прутка. Все это дело сварил, то есть все это было здесь прям на станке и сварено. Естественно, я предварительно все защитил. Потому что нужно было, чтобы все было соосно и не было никаких дополнительных вибраций. Также его можно и в тиски зажимать, что мы сейчас, собственно, и сделаем. Потому что здесь не очень удобно запускать и можно лишь установить маленькие винты. Вот тот страшный красный винт только можно было установить. Первый раз, когда делал запуск, топливо набрал чисто в эту трубку. Сюда, кстати, около 5 кубиков топлива помещается и где-то полминуты двигатель работал. Сейчас я залью немножко больше. Сделал такой импровизированный бак. Чтобы не отвлекаться на дозаправку. Ну и, конечно же, информация для тех, у кого есть такой двигатель, я так понял. Ребят довольно-таки много, и кто не смог его запустить. Кто пытался запустить дрелью, кто пытался запустить без эфира, на соляре там и так далее. Таким способом, ребята, его не запустить. Нужен обязательно эфир в составе топлива. Либо сейчас есть заменитель, сейчас есть средства для быстрого запуска автомобилей. Я не знаю, во всех ли, но по-любому в некоторых там присутствует как раз таки эфир. Можно с этой жидкостью замешать керосин осветительный или солярку и пробовать запускать. Запускать нужно с винтом, потому что этот двигатель начинает работать от очень высоких оборотов. И дрель даже 2-3 тысячи оборотов в минуту, это очень мало, чтобы он начал работать. Винт дает первую вспышку, так как винт он легкий. И дальше он погнал разгоняться, только так его можно запустить. Либо, может быть, можно с маховиком, как есть суда модели, то есть маховичок и шнуром, резко дергая. Потому что я на токарном станке тоже пытался запустить его, но он пыкает. Пык-пык-пык, дымок идет слабенький, цилиндр греется, но дело не идет, он не запускается. Заодно проконтролируем температуру инфракрасным термометром. Можно на рубашку охлаждения направлять и измерять, до каких пор он греется. Так как топлива у нас много, то есть сейчас мы запустим и движочек долгое время у нас поработает. Сейчас вот эта игла полностью закрыта, открою ее перед началом запуска. Здесь у меня как было, так и есть, то есть после успешного запуска я здесь ничего не менял. Можно будет поднастроить уже в процессе работы. После того, как двигатель прогреется, можно будет настроить компрессию. Буду, ребята, озвучивать все процедуры. Это как раз на тот случай, если кто-то захочет запустить, чтобы знали, как, что делать, какие могут быть здесь сложности. У меня тоже с первого раза может не запуститься. Можно запускать и минуту, и 2, и 3, если он перельет или еще что-то там не в порядке будет. Ну, в общем, сейчас буду запускать и все комментировать, чтобы как можно полнее отобразить процедуру запуска. Набираю немножко топлива в шприц, чтобы капать в камеру сгорания. Хотя это не обязательно. Но мне так как-то больше уверенности. Открываю иглу на 2,5 оборота. Примерно так. И пробую вот так вот его вращать. Видите, много топлива уже. Оно пошло туда гигантскими порциями. Так, подзакрываю. Так, теперь можно пробовать. Как видите, пока движений никаких. Двигатель остыл, у него уже и компрессия чуть по-другому.
О, есть вспышечка. Сейчас запустится. Наверное, немножко не хватает. Еще чуть-чуть. Сразу немножко открываем больше подачи топлива. И ждем, пока подпрогреется. Работает хорошо. Градусов. Покрутить немного компрессии. Как видим, оборотики повысились. Хватит мучить двигатель. Заглушить его можно следующим образом. Вот так вот он глушится. Надеюсь, конечно, вы меня слышали. Ну все, друзья, все в дыму, все в кумаре. Вот это да. Ну, как видите, очень довольно-таки долго работает движок. Сейчас 103 градуса, если хорошо прицелиться. Видно, как течет топливо. Для этого надо закрыть иголочку, а топливо обратно вылить в баночку. Надеюсь, у кого есть такой двигатель, вы сможете его запустить, что-нибудь сделать, какую-нибудь модель, порадовать своих детей. Ну а на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всех благодарю за внимание, благодарю за просмотр и всем пока.